Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», ссылка на мой сайт вот здесь. А мы с вами сегодня будем говорить, а как же общаться с мужчинами. Потому что если вы достаточно длительный период не ходили на свидание, а потом решили закончить свой период одиночества или после расставания устроить свою личную жизнь, большинство женщин сталкиваются с проблемой, как мне общаться с мужчинами. Я разучилась это делать, и у меня получается, что я либо пру как танк, либо мне вообще не о чем с ним говорить, и мы сидим оба молчим на свидании, либо на меня прут как танк, а я убегаю, пытаюсь защищаться, или я теряю контроль над собой и начинаю болтать слишком много на свиданиях. Как сделать так, чтобы ваше общение и ваша общительность не оборачивалась против вас? Как сделать так, чтобы на свидании вы максимум пользы из этого разговора, или из любого разговора с любым мужчиной могли для себя извлечь? Я вам скажу сейчас 3 важных момента, которые вам помогут всегда вызывать расположение к себе у мужчин, которые помогут вам быстрее понимать, кто перед вами, ну и плюс будут стимулировать то, что с вами будут хотеть продолжать это общение. Всего лишь 3 простых приема. Для тех, кто меня смотрит первый раз, я Алла Касаткина, психолог, который работает с женщинами уже около 20 лет. Ссылка на мой сайт вот. В подарок для вас курс «Секреты счастливых женщин» есть в описании этого видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, красная кнопочка жмите, подписывайтесь, будете с нами. Ну и лайки и ваши комментарии очень любит YouTube. Ну а мы продолжаем. Что же это за 3 таких секрета, которые помогают наладить общение с мужчинами, даже если вы в этом далеко не ас? Первый, самый важный момент. Не спешите выдавать все о себе. Научитесь задавать вопросы. Просто о чем? Да о чем угодно. Что видел по дороге на свидание? Какой фильм смотрел? Какую книжку читает? Чем интересуется в жизни? Только задавайте такие вопросы, не глубокие философские, а вопросы, которые подразумевают не ответы «да», «нет», а какой-нибудь развернутый ответ, но простой и не заставляющий глубоко копаться в себе. Что нравится, какое блюдо любит человек, чтобы вы быстрее могли понять, чем увлекался в детстве. Тогда вам легче будет разговориться с человеком. Да, и говорите о нем. Не вообще тебе нравится или «а ты слышал там вот что-то», а именно об этом человеке. Когда вы задаете человеку вопрос о нем, он кажется сам себе самым главным. И если вы подчеркиваете ему и даете почувствовать вот это «я главный», вы уже в его глазах очень сильно подрастаете. Следующий прием, второй, очень важный. Задав вопрос, не спешите в голове отвечать с первых моментов его ответа уже что-нибудь про себя. Уже что-нибудь минут на 50 про себя и свои интересы. Слушайте, слушайте, слушайте. Чем больше с вами поговорит человек, мужчина в частности на свидании, чем больше он вам расскажет, тем больше расположения к нему, к вам он будет чувствовать. Почему? Вы думаете, мужчин много слушают? Нет. Очень часто женщины приходят на свидание и начинают, как партизан на допросе, выдавать все. Нет, не надо, слушайте. Потому что если вы сразу начнете что-то рассказывать, вам потом и вспомнить нечего будет о том, что вам рассказал этот человек. И отсюда вытекает 3-й, очень важный момент. Не спешите в голове, когда вы слышите или общаетесь с мужчиной на свидании, сразу же его оценивать. Плохо, хорошо, правильно, неправильно, нужно, не нужно, там еще чего-нибудь. Потому что в голове очень часто у женщин, чем они старше, тем быстрее включается вот эта вот оценочная машинка. Туда-сюда, направо, налево, правильно, неправильно, принять, отказать. Вот эта вот балаболка в голове. Тарадам, тарадам, тарадам. А вы не успеваете ничего ни запомнить, ни понять про человека. А плюс на вашем лице всегда написано вот это вот выражение лица оценщика. И мужчины часто считывают это выражение лица как обесценивание самого себя. И у него очень быстро пропадает желание с вами общаться. Всего лишь 3 простых приема. Задавайте вопросы, слушайте и перестаньте оценивать. И тогда
у него будет больше желания вам рассказать о себе. Тогда у него будет больше желания позвать вас на следующее свидание. Вы хотите сказать, а когда же начну говорить я? Начнете, только немножко попозже. Во-первых, нужно понимать, а стоит ли вообще о себе рассказывать? Может, перед вами сидит человек, с которым и не стоит продолжать общение. Или наоборот, стоит дождаться, когда он расскажет вам о себе, а потом у него возникнет интерес к вам, и он захочет послушать про вас. И тогда еще глубже и дольше будут развиваться ваше общение и укрепляться его интерес к вам. Вот такие 3 простых приема. Задавайте вопросы, слушайте и перестаньте оценивать. Помогут вам получить и приглашение на следующее свидание, и представление о том, что вы очень интересная женщина, и ощущение «я нравлюсь мужчинам, я пользуюсь и у них популярностью». Мои хорошие, до встречи в следующих видео. Пишите в комментариях вопросы, если они у вас есть, или пишите, как вы пользуетесь этими приемами на практике. А мы с вами встретимся в следующих видео. Пока-пока. С вами была Алла Касаткина.